Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня на волнах Рунтера FM мы открываем рубрику «Сказки на ночь». В этой рубрике я буду знакомить вас с историями чемпионов Лиги Легенд, а также рассказывать о Рунтере. Присаживайтесь поудобнее, представление начинается. Вы, наверное, уже догадались, что первым чемпионом, о ком я хочу рассказать, будет Джин. Давайте сначала пройдемся по биографии. Почти в каждой деревне Ионии знает легенду о поимке Золотого Демона. Об этом сложено множество эпических поэм и написано немало пьес. Изгнание этого злого духа празднуется и по сей день. Но хотя в сердце каждого мифа есть зерно истины, правда о Золотом Демоне сильно отличается от легенды. В течение многих лет этот печально известный монстр, оставлявший за собой множество трупов, держал в страхе жителей гор на юге Ионии. Десятки путешественников, а порой целые усадьбы в провинциях Джунь, Шоньцзянь и даже Галринь становились его жертвами. Ополчение прочесывало леса, городские власти нанимали охотников на демонов, а мастера Вуджи охраняли дороги. Но ничто не могло помешать чудовищу вершить свои ужасные деяния. Отчаявшись, совет Джунь отправил гонца с просьбой о помощи к великому мастеру Кусе из ордена Кинку. Кусе поддерживал равновесие между миром духов и миром людей, а также славился умением изгонять демонов. Вместе со своим сыном Шеном и молодым учеником Зедом он прибыл в провинцию Джунь тайно, чтобы не спугнуть хитрого монстра. Там они навестили безутешные семьи жертв и осмотрели места жутких массовых убийств в надежде найти зацепки и связь между преступлениями. Вскоре Кусе понял, что не только они выслеживают убийцу, и укрепился в предположении, что монстр вовсе не демон. Целых 4 года Золотой Демон успешно ускользал от них. Долгое расследование сильно изменило всех троих. Знаменитая огненная грива Кусе стала белой. Шен, ранее блиставший юмором и остроумием, сделался замкнутым. У Зеда, самого блестящего ученика Кусе, начались проблемы с обучением. Казалось, демон знает об их расследовании и наслаждается тщетностью их усилий. Наконец, найдя связь между убийствами, великий мастер изрек: «Добро и зло для каждого свои. Эти понятия созданы людьми, а люди воспринимают мир по-разному». Кусе хотел передать расследование кому-нибудь другому, решив, что их цель не демон, а просто порочный человек или вастаи, на которых не распространялись его полномочия. Но Шен и Зет уже стольким пожертвовали ради поисков этого убийцы, что не хотели отступать и убедили Кусе продолжить охоту. Накануне праздника цветения на перевале Джиом мастер Кусе переоделся в известного каллиграфа и смешался с другими приглашенными художниками. Оставалось только ждать. Устроив искусную ловушку, Шен и Зет наконец встретились лицом к лицу со своим противником. Кусе оказался прав. Знаменитый Золотой Демон был простым рабочим сцены в странствующих театрах провинции Джунь. Звали его Хада Джин. Когда убийца был схвачен, юный Зет собирался убить дрожащего от страха Джина, но Кусе остановил его. Он напомнил своим ученикам, что все они и без того уже вышли за границы дозволенного, а убийство Джина только усугубит дело. Кусе не хотел раскрывать всем, что монстр оказался человеком, ведь это могло разрушить гармонию и взаимное доверие, лежащее в основе ионийской культуры, или даже побудить других пойти по стопам Джина. Несмотря на все его ужасные преступления, легендарный мастер решил оставить маньяка в живых и отправить его в тюрьму Туулы. Шен был против, но обуздал свой гнев и смирился с решением отца. Зед же никак не мог забыть все увиденные зверства. Он не сумел понять и принять подобное милосердие, и в его сердце поселились обида и злость. Джин провел в Тууле долгие годы, но за все это время там никому и ничего не поведал о себе. По словам монахов, во время заточения Джин был блестящим учеником и достиг совершенства во многих дисциплинах, включая кузнечное дело, поэзию и танцы. Однако монахам так и не удалось избавить его от тяги к убийствам. Тем временем Ионию охватила смута. Вторжение Ноксуса привело к политической нестабильности, и во время войны прежде миролюбивая нация почувствовала вкус крови. Вскоре после войны с Ноксусом Джина освободили. Вероятно, к этому приложил руку кто-то из радикалов, под конец конфликта развязавших борьбу за власть над исконной землей. Джин получил доступ к лучшим орудиям убийства из оружейных Касури, хотя до сих пор неизвестно, как ему это удалось и какова его связь с Касури.
Таинственные покровители предоставили джинну практически неограниченные ресурсы. Похоже, их не волнует всевозрастающий размах его представлений. Не так давно он напал на Энлеев, членов ордена, основанного Зедом, а убийства с его фирменным почерком стали происходить не только на территории Ионии, но даже в далеких Пилтовере и Зауне. Похоже, Хада-джин считает всю Рунтеру чистым холстом для своего жуткого искусства, и лишь он один знает, где ляжет следующий мазок его кисти. Еще есть замечательная история про джина, которую написал автор Один Остин Шафер, и называется она «Человек с стальной тростью». Раз. Ружье в его руке было лишь инструментом, хотя и превосходным. На темно-зеленом металле сверкало золотом имя кузнеца, который без сомнения гордился своим творением. Оно не было похоже на оружие из Пилтовера. Там делают безвкусные хлипкие вещицы, в которых не найдется ни капли магии. Это ружье было создано настоящим мастером кузнечного дела. Магия струилась из его бронзового ионийского сердца. Он протер приклад в 4-й раз, ведь оружие становится по-настоящему чистым, только если протереть его 4-жды. И не важно, что он им не пользовался. Не важно, что он собирался положить его в сумку под кроватью. Он не мог выпустить ружье из рук, не убедившись, что оно идеально чистое. А оружие становится по-настоящему чистым, только если протереть его 4-жды. Теперь оно было чистым. 4 раза сделали свое дело. Оно было чистым и прекрасным. Новые покровители оказались очень щедры. Впрочем, лучшие художники заслуживают лучших кистей. По своему размеру и точности это новое орудие убийства не шло ни в какое сравнение с клинками, которые он использовал раньше. Изучение огнестрельного оружия заняло всего лишь несколько недель, но он привык высвобождать свою ци через клинки, а потому потратил еще несколько месяцев упорных тренировок на то, чтобы привыкнуть к ружью. Оно заряжалось 4 патронами, и каждая пуля была наполнена магической энергией. Каждая была столь же совершенна, как клинок лассиланского монаха. Каждая была краской, с помощью которой можно было создавать шедевры. Каждая была идеальна. Пули не просто рассекали тело при попадании, они изменяли его. Репетиция в мельничном городке показала возможности ружья. Новые работодатели остались довольны. Он закончил полировать ружье, но теперь, когда оно лежало в правой руке, искушение было слишком велико. Зная, что не стоит этого делать, он все равно достал свой черный костюм из кожи угря, провел по гладкой поверхности костюма кончиками пальцев, и от прикосновений к скользкой коже у него участилось дыхание. Затем он взял плотную кожаную маску и, не в силах остановиться, приложил ее к лицу. Маска закрыла правый глаз и рот. Стало тяжелее дышать, а мир вокруг утратил глубину. Восхитительно. Он уже надевал наплечник, когда вдруг зазвенели сигнальные колокольчики, тайно установленные на ступеньках лестницы, ведущей к его комнате. Он быстро отложил ружье и снял маску. «Можно войти?» – спросила горничная из-за двери. Еле уловимый акцент указывал на то, что она выросла не в этом городе, а где-то гораздо южнее. «Ты сделала то, о чем я просил?» – спросил он. «Да, господин. По белому фонарю каждые 4 ядра, по красному каждые 16. «Тогда можно начинать», — сказал Хада-джин, распахивая дверь и выходя из комнаты. Глаза женщины округлились. Джин прекрасно знал, как выглядит. Обычно собственная внешность вызывала у него лишь отвращение, но сегодня ему было далеко не до этого. Близилось представление. Худощавый и элегантный Хада-джин вышел из комнаты, постукивая тростью, и направился к окну. Он сутулился, а накидка скрывала сильно деформированное плечо. Тем не менее, он шел довольно резво, а шагам вторил ритмичный звук трости. 3 удара, а затем 4. Золото блестело, накидка кремового цвета развивалась, а драгоценности переливались на солнце. «Что? Что это?» – спросила горничная, указывая на плечо Джина. Джин на мгновение задержал взгляд на румяном лице женщины. Оно было круглым и идеально симметричным. Как это скучно и предсказуемо. Если его срезать, маска получится никудышная. «Это крещендо, моя дорогая», — ответил Хада-джин. Из окна гостиницы открывался прекрасный вид на остальную часть города, расположенную в низине. Представление будет превосходным, но впереди еще немало работы. Член совета должен был вернуться лишь вечером, и пока что Джину не хватало вдохновения, чтобы воплотить в жизнь свои планы. «Я принесла цветы», — сказала женщина, проходя мимо него в комнату. Он мог попросить кого-то другого повесить фонари, но не стал.
Он мог переодеться, прежде чем открыть дверь, но не стал. Теперь она видела Хаду Джина в его лучшем наряде. Внезапно он понял, где взять нужное вдохновление. Да, это было предопределено. Другого выбора нет. Искусство все решило за него. Он должен сделать лицо этой горничной интереснее. 2. В похлебке с 5 ароматами поблескивали кусочки глазированной свинины. Запах манил Шена, но он отложил ложку. Уходя, официантка улыбнулась ему и кивнула в знак одобрения. Сперва жир должен был раствориться. Вне всякого сомнения, похлебка уже была великолепна. Но совсем скоро ее вкус станет совершенным. Терпение. Шен окинул взглядом интерьер гостиницы «Белые утесы». Он был обманчиво простым и грубым. Поработавшие над ним древесные ткачи были мастерами своего дела. Они удалили кору и листья только там, где это было необходимо. Внезапно пламя свечи на столе Шена тревожно замерцало. Он выскользнул из-за стола, на ходу доставая из-под плаща мечи. «Даже беременные вороксы тише твоих учеников», — сказал он. В гостиницу вошел переодетый торговцем Зет. Он был один. Пройдя мимо официантки, он занял место за 3 стола от Шена. Всем сердцем Шен желал броситься на своего врага и отомстить за отца. Но не таков был путь сумрака. Шен успокоился, поняв, что расстояние между ними слишком велико, хотя и всего лишь на одну длину указательного пальца Шена. Шен посмотрел на Зеда, ожидая увидеть улыбку, но соперник лишь вздохнул. Его кожа была желтоватой, а под глазами виднелись темные круги. «Я ждал много лет», — сказал Шен. «Я же не ошибся с расстоянием?» — устало спросил Зед. «Даже с отрубленной головой я смогу преодолеть его и нанести удар», — ответил Шен. Его нога скользнула назад и уперлась в пол. Зед был на расстоянии 10 шагов и половины пальца. «Твой путь похож на мой сильнее, чем ты думаешь, а идеалы твоего отца были просто слабостью, которую Иония больше не могла себе позволить», — сказал Зед. Он откинулся на спинку стула, держась на расстоянии, с которого Шен не мог нанести смертельный удар. «Я знаю, что не смогу тебя убедить, но я смогу дать тебе шанс отомстить. Я действую не ради мести. Ты нарушил баланс, из-за этого ты проклят», — сказал Шен, медленно сдвигаясь к краю стула. «Золотой демон сбежал», — сообщил Зед. «Это невозможно», — возразил Шен, внезапно чувствуя в груди пустоту. «Это была величайшая победа твоего отца, но нелепое милосердие свело на нет все его усилия». Зед покачал головой. «Ты знаешь, на что способен этот монстр?» Он наклонился вперед, намеренно подставляя шею под удар Шена. «И ты знаешь, что только мы вдвоем можем подобраться к нему и остановить». Шен вспомнил, как впервые увидел тело жертвы печально известного Хады Джина. От воспоминаний кожу начало покалывать, а зубы непроизвольно стиснулись. Лишь отцу хватило силы, чтобы сохранить веру в милосердную справедливость. В этот день что-то изменилось в Шене, а в Зеде что-то сломалось. И теперь этот монстр вернулся. Шен положил мечи на стол, перед ним стояла миска превосходной похлебки, на поверхности которой расплылись круги свиного жира, но Шен уже забыл о голоде. 3. Зед все еще не объявился. Жаль, очень жаль. Наверняка он уже отыскал бывшего друга, а теперь скрывался в тенях и вел слежку. Джину придется быть осторожнее. Уходя с причала, он оглянулся на чужеземное судно. Начинался прилив, и скоро корабль должен был отчалить. Джину нужно было вернуться как можно скорее, иначе о представлении в Заоне в следующем месяце можно будет забыть. Риск и без того был немалым. Он взглянул на свое отражение в луже, оттуда на него смотрел востревоженный пожилой торговец. Джин не зря годами оттачивал актерское мастерство и занимался боевыми искусствами. Он контролировал каждую мышцу лица. Сейчас это лицо было ничем не примечательным, а выражение не запоминающимся. Поднимаясь по склону, Джин с легкостью смешался с толпой. Он проверил расстояние по белым фонарикам над головой. Если появится Зед, они ему пригодятся. Добравшись до гостиницы на вершине холма, Джин взглянул на ящики для растений, в которых были спрятаны ловушки, заточенные стальные лезвия в форме цветов. Они помогут ему сбежать, если что-то пойдет не так. Он представил, как металл разрезает человеческую плоть, заливая кровью стены здания, совсем недавно выкрашенного в цвет морской волны. Завораживающее зрелище. Он пробирался сквозь толпу, когда услышал голос деревенского старосты, который разговаривал с Шеном.
«Зачем демону нападать на нее и членов совета?» – спросил староста. Шен был в синем, как всегда, но на вопрос он не ответил. Рядом с Шеном стояла молодая женщина по имени Акали, еще один член ордена Кинку. Она подошла к двери гостиницы. «Нет», – Шен перегородил ей путь. «Почему ты считаешь, что я не готова?» – спросила Акали. «Потому что в твоем возрасте не был готов даже я». Внезапно в проходе появился городской стражник. Его лицо было белым от страха. «Ее тело, оно было...» – выговорил он. Мужчина сделал несколько шагов, а потом рухнул в обморок. «Он видел его! Видел цветок!» – послышался голос хозяина таверны, стоявшего у дальней стены. Он рассмеялся, а затем зарыдал. Его лицо было искажено безумием. Те, кто видел работу Хады Джина, не забудут ее до конца своих дней. Шен оглядел лица присутствующих. «Умный мальчик», – подумал Джин и начал выбираться из толпы, никем не замеченный. Направляясь назад к кораблю, он осмотрел крыши в поисках Зеда. Дело сделано. Вместе или порознь, Зед и Шен будут искать улики, которые он оставил. Они приведут их обратно на праздник цветения, обратно на перевал Джиом. И когда они дойдут до отчаяния, им опять придется работать сообща. Они снова будут сжаться друг к другу, дрожа от страха, как когда-то в юности. Только тогда великий Хададжин раскроет себя и приступит к созданию своего главного шедевра. 4. Джин – это щепетильный преступник-психопат, который считает убийство искусством. Итак, давайте подытожим. Бывший когда-то ионийским заключенным, он был освобожден при содействии группы заговорщиков внутри правящего совета Ионии и теперь работает на них в качестве наемного убийцы. Орудуя ружьем как кистью, Джин создает полотна из художественной жестокости, наводя ужас на своих жертв и случайных зрителей. Он получает мрачное удовольствие от своих жестоких представлений, у которых лишь одна цель – сеять страх. Искусство требует определенной жестокости. Вот и подошла к концу история про виртуоза Рунтеры. Напишите нам в комментариях, про кого вы хотите узнать в следующем выпуске. Не забывайте подписываться, ставить палец вверх и рекомендовать нашу рубрику. До скорых встреч!